Всем привет! Продолжаем вязать с вами оленя. Все, что нужно для него, я оставлю в описании под этим видео. Также оставлю ссылочку на канал вязальщицы, где я увидела этого оленя. Приступаем к оформлению головы. Будем вышивать веко. Я буду вышивать тем же цветом, что и вязала рожки. Вы можете взять потемнее цвет, если хотите. Иголочку ввожу с внутренней части головы снизу и вывожу в край, с края вот тут вот белой часть белой пряжи, которой мы вышивали глаз, вывожу в угол. Вытягиваю ниточку. Вот. И дальше с другой стороны в другой угол ввожу иголочку. Дальше вывожу здесь вверху, сверху глаза посерединке. Нам надо будет белый цвет, как раз закроем вот этим веком. Вот таким вот образом. Как получается, что мы эту ниточку будем притягивать тут. Сюда же обратно ввожу иголочку, вывожу опять в угол глаза. Дальше делаем еще раз то же самое, только уже я буду выводить не сюда же, а в сторону. Немного можно либо в эту сторону. Просто чтобы на одном месте вот эта вот утяжка не была, иначе будет выпирать и некрасиво смотреться. Поэтому мы утяжку ниточки притягиваем, которой частью будем располагать в разных местах. Вывожу в угол, натягиваю и сделаю еще один такой же стежок. И вывожу теперь с этой стороны глаза. И притягиваю ниточку. Иголочку ввожу сюда же. Распрямляйте хорошо ниточки, чтобы они ложились аккуратненько. В общем, вывожу к другому глазу, также в уголочек. Если есть у вас длинная иголочка, конечно, будет ей удобней. Также я могу посоветовать вам, когда вы распрямите все ниточки, аккуратненько разложите, приобрести, если нет у вас клея для ткани, прозрачный клей для ткани. Можно все это замазать клеем, он высохнет, его не будет видно, зато ниточки будут всегда лежать в одной позе, не будут съезжать, будет аккуратненько. Ну, в общем, вот такой вот глаз получился. То же самое проделываем и со вторым глазом. Ну вот и все. Фиксируем ниточку с внутренней стороны и отрезаем. Дальше будем пришивать мордочку. Мордочку фиксируем, располагаем на ряд ниже глаз.
Пришиваем за ножки. Вводим сначала иголочку в голову, затем беремся за ножки на мордочке. Не за верхушки столбика, а именно за ножки этой верхушки. Тут первый столбик у меня будет немножко другой, ножка потолще получается, так как здесь у меня закончился ряд. Дальше опять хватаемся за столбики на голове, потом за ножки на мордочке. Но смотрите, можно будет немножечко тут поменять, как бы. Дело в том, что если мы будем пришивать отсюда сюда, то у нас перекрещивается ниточка. Чтобы она не перекрещивалась, мы будем вводить отсюда. Ну, вы, я думаю, знаете, как правильно пришивать, и сможете сами пришить мордочку. Вот, но все равно пришивайте за ножки, чтобы, когда будете пришивать за верхушку столбиков, то пришитая часть будет выглядеть по-другому. А когда за ножки, она более так вот подворачивается и выделяется мордочка. Вот в данной игрушке нам надо, чтобы она выделилась, отделилась как бы от головы. Пришили мордочку, наполнили ее плотно. Когда наполняете, создавайте ей форму такую, она спереди немножечко чуть-чуть приплюснутая и дальше как бы полукругом уходит. Теперь будем делать утяжки. Берем белую ниточку и вот тут под глазик будем выводить с внутренней стороны. Сделаем утяжку белой ниткой. Выводим прям под глазом, захватываем ниточку сверху и также ее обхватываем, получается, да, вот вниз. Вытягиваем иголочку и будем стягивать. Сначала одну сторону, потом вторую. Тем самым у нас будет формироваться щечка. Сделайте несколько узелков, чтобы не распустилась утяжка, чтобы держалась. Хорошо туда я прям пальцем вдавливаю, чтобы именно притянулась хорошо, потому что там синтепон, если его не прижать, если его неправильно взять, то она может расслабиться, эта утяжка, поэтому будьте внимательны, когда будете делать утяжку. Три-четыре стежочка так делаем. И я думаю, достаточно будет все держаться. Вот теперь вывожу иголочку к другому глазу. Точно так же. Также вывела сверху над ниточкой. Тут оставляю небольшой хвостик, к которому буду привязывать. И также в этот же столбик, но только через ниточку. Натягиваем и также делаем 3-4 узелка. Стягивайте хорошо. Опять же повторюсь, смотрите, чтобы синтепон, именно захватить побольше синтепона, и он как раз будет удерживать эту утяжку, давать ей форму, создавать форму утяжки этой. Ну вот и такая вот утяжка получилась. Появились щечки.
Вот. И тут мы, конечно, все поправляем и создаем опять форму. Тут ямочка у нас должна быть для шеи. Распределяем синтепон щечкам, везде по краю, чтобы кругом был синтепон там, где нужно, а тут посерединке мы утрамбуем. Я беру вот так вот ножнички и утрамбовываю, чтобы такая вот ниша образовалась для шеи. Теперь будем пришивать рожки. Берем рог и прикладываем, значит, его к голове так, чтобы вот эта часть, где у нас как бы срез такой получился, он будет у нас смотреть вниз. И отсчитываем от серединки головы. Тут я сколько отсчитала? Раз, два, три. Значит, отсчитываем. Раз, два, три ряда. И вставляем рог. Ну, вы смотрите, можете его ближе сюда, либо чуть-чуть дальше пришивать. Также я могу вам посоветовать посмотреть в интернете, так как мы вяжем косулю, косуля олень, найти в интернете с такими рогами. Есть косули, у которых рога такие ровненькие, вот так торчат. А есть с такими побольше рогами. Вот как они у них расположены на голове, вот примерно можете расположить. Либо ближе они у них, либо чуть дальше. Уже на свое усмотрение располагайте. Так, приложили и пришиваем рога. Пришивать будем за верхушки столбиков. Пришила рога, теперь вышиваем носик. От середины вот этого круга отсчитываем 2 ряда вверх. Посерединке вставляем первый маркер, иголочку. И от нее отсчитываем 1, 2, 3 ряда вверх. Находим серединку и от серединки 3 столбика в одну, 3 в другую. Если у вас вдруг посерединке попадется столбик и получится у вас 7 между маркерами столбиков, ничего страшного, просто носик чуть-чуть будет пошире. Берем черную ниточку в 2 сложения, делаем узелок и выводим с нижней части головы, выводим в иголочку, которая у нас расположена внизу, вот сюда. Дальше. Сейчас мы сначала сделаем окантовочку, такой треугольник. Вводим сюда, выводим к следующей иголке. Опять выводим сюда. В общем, вышиваем треугольник. Вверху сделаем 3 стежочка, чтобы сверху нам будет удобнее, благодаря толщине пряжи, которая там образуется, создавать ей, этому носику, форму более такую приподнятую. Сверху носик будет слегка как бы приподнят благодаря этому. Поэтому вышиваем 3 раза, так проходим. Это второй раз я пройдусь. И третий раз, но уже выведу вниз. Вывожу сюда в уголочек внизу. И дальше будем вышивать нос, захватывая за верхние ниточки. Сильно тут натянула сейчас.
Вот таким вот образом будем сверху вниз вышивать. Значит, будем вводить иголочку именно сзади, за ниточками. Они будут под нитками, которыми мы сейчас будем параллельно вышивать ряды, прошивать. То есть именно благодаря этому нос приобретет такой вот выпуклый, аккуратный вид. В общем, продолжаем вот таким вот образом прошивать нос. Вот последний стежочек я выведу, вот тут вот наша серединка, выведу под нее посерединочке. Получается раз, два, вот этот круг, будем считать 3, 4 ряда. Вниз ровненько посерединке. Теперь нам надо сделать бороздочку. Тут я немножечко, у меня не посерединке получилось. Вот. Итак, теперь ввожу посерединке под носиком. И у нас здесь будет улыбка. Значит, располагаться она у нас будет сейчас, значит, отсчитываем от круга, от центра. Раз, два. Вот. И ориентируйтесь на серединку. Вот серединка круга, и в сторону параллельно ей будет, выводим иголочку туда. Итак, чтобы у нас получилась улыбочка, вот такая, нам надо иголочку продеть сюда и вывести также параллельно с другой стороны. Может немножечко казаться неровно, так как у нас все-таки вязание спираль. Вот. Ну, немножечко, чуть-чуть может разниться, но ничего страшного. Вот и все. Вот такая вот у нас улыбочка и носик. Вывожу иголочку и прячу ниточки тут внутри. Ну вот, как только вышили носик, сразу вырисовывается мордочка. Уже понятно немного, кто это будет. Вот теперь спрячу ниточки. У меня вот ниточка осталась. Я вышила над первым глазиком реснички. Дальше продолжу вышивать над вторым глазиком этой же ниточкой. Давайте для начала мы пришьем ухо. Складываем пополам так, чтобы ниточка была с краю. И сошьем сначала 2 половиночки вместе. Я начну отсюда. Вот, сшиваем 2 половинки вместе и возвращаем ниточку обратно в начало. То есть прошьем в одну сторону чуть-чуть и обратно. Вот такое вот ухо, значит, в сложенном виде. Пришивать мы будем его посерединке, отсчитав от рога 2 ряда вниз. И ухо у нас как раз таки ложится на 2 ряда. И пришивать мы будем ухо не за один ряд, его не к одному ряду пришивать, а к 2 рядам. То есть ширина уха как раз таки ложится на 2 ряда. Вот пришиваем ушко. Теперь вышиваем реснички. Итак, берем ниточку черного цвета, делаем узелочек.
Ну, я, конечно, продолжу уже этой ниткой, которой вышила первые реснички, ну, реснички на первом глазу. Вывожу иголочку в угол глаза с краю. И отсчитываю в сторону 2 столбика ровно. Вот, ввожу иголочку. Дальше вывожу иголочку на 2 ряда вверх и 1 столбик в сторону. То есть по диагонали так получается. Выходит иголочка. Тут у меня будет располагаться вторая ресничка. Иголочку, значит, ввожу ближе сюда к веку на ряд вниз. И вывожу опять иголку на 2 ряда вверх и 1 столбик в сторону. То есть опять по диагонали, ближе к глазу. Вот. И все, и вывожу иголочку опять на ряд вниз, ближе к веку. Вывожу иголочку обратно под голову. И тут фиксирую нитки. Ну, вот такие вот реснички у нас получаются. Теперь осталось нам вышить галочки. Берем белую пряжу, находим серединку. Верхняя ресничка, где расположилась, вот на этом уровне у нас будет серединка. Первая галочка. Низ галочки располагаться. Делаем узелочек у ниточки и вводим между столбиками. Между столбиками, чтобы ниточка спряталась сквозь столбики. Значит, в голову, чтобы ее можно было спрятать. Вот. Значит, вывели между столбиками посерединке. И верхняя часть галочки у нас будет на расстоянии 2 столбиков края друг от друга. Вот в сторону 1 столбик и в эту сторону 2 столбик. Вот вводим, значит, иголку так, чтобы расстояние галочки было 2 столбика вверху. Вот тут вот я, значит, как сделала. 1 ряд вверх и 1 столбик в сторону. Так, скорее всего, наверное, не 1 столбик в сторону. Сейчас посмотрим. Да, не 1 столбик в сторону, а 2 столбика в сторону. Значит, на ряд вверх поднимаемся и 2 столбика в сторону. Ряд вверх и 2 столбика в сторону. Раз, два. Тут у нас располагается низ галочки. И опять же мы находим 2 столбика вверху и провязываем вторую галочку. Также отсчитываем 1 ряд вверх, 2 столбика в сторону. Располагается третья галочка, низ третьей галочки. Также захватываем 2 столбика. Вот и так я вышиваю все остальные галочки. Вот я вышила их, и теперь я думаю, что мне придется добавить еще, потому что позволяет место. Получается у меня тут такой квадратик на голове, потому что рога я пришила тут немножечко дальше, чем в предыдущем олене. И я вышла такой вот квадратик из галочек. Ну, а вы смотрите, если вам нравится так и позволяет место, вышивайте тоже так же. Вот. Ну, а там смотрите сами количество галочек. Какое хотите, так и делайте. Теперь будем пришивать хвостик. Берем хвостик. Сейчас мы их сошьем вместе, эти 2 детальки хвостика. Складываем пополам так, чтобы у нас ниточка была с краю. Берем второй хвостик беленький. Вот сложили пополам и сошьем так же, как сшивали ухо. Значит, пришьем хвостик. Смотрите, в каком месте. Находим, вот у нас 1 убавка из 8 столбиков. Отсчитываем, считая ее раз. Вместе с ней считаем 1, 2, 3, 4. Вот 4 ряда отсчитали и вставили, приложили сюда хвостик. Располагаем его ровно, исходя, ориентируясь на ножки. И пришиваем. Пришивать будем за именно крайнюю часть хвоста, вот за коричневую вот эту вот.
А белую часть мы пришьем именно спереди, вот здесь. Пару таких стежочков притянем к телу, чтобы не торчали уголки белой пряжи, белого хвостика. Я думаю, справитесь. Дальше я буду приклеивать вот эти вот штучки. Я не знаю, не помню, как они называются. Если кто помнит, кто знает, может, напишите мне в комментарии. Они для ткани, для одежды. Вот их вставляют, вот такие остренькие шипы, которыми прикладываешь к одежде и зажимаешь. Я эти остренькие штучки, конечно, зажму, потому что когда я приклею, они мало ли могут отпасть, чтобы не укололись, не поранились ими. В таком виде буду приклеивать горячим клеем. Вот как вот расположила, в таком виде и приклею. Все, теперь нам осталось доработать голову. Вот я оформила шейку, пока голову не вставила, одела такую цепочечку. Дальше вы можете украсить шейку любым вариантом. Либо вот так вот ленточкой такой, либо связать шарфик. Вот, на свое усмотрение. Я думаю, вы найдете, как украсить шейку. А мы голову берем и утрамбовываем, все возвращаем на место. Если что-то сдвинулось, утрамбовываем, значит, середину. Вставляем синтепон в щечки, чтобы они имели форму. Все поправляем, потому что потом уже мы это не сможем исправить. Вот, берем голову и вставляем на вот этот вот нашу шайбочку такую. Вот, вставили, и можно сделать убавки. На голове у нас 30 столбиков. Вот, и убавки за убавками подряд должно быть 15 убавок. Но если вам сложно будет сделать убавки, неудобно подобраться, то я предлагаю просто стянуть эту часть, последний ряд головы. Как я и сделала в предыдущем олене, я тоже взяла и стянула просто. Значит, будем стягивать за иголочкой, хвататься за ножки столбиков на голове. За ножки последнего ряда. Вот, взяли за ножку и через ножку, получается, мы будем одну ножку пропустили, вторую захватили. Так, сделали несколько стежочков и натянули, чтобы легче натягивалось. Если много сделаете сразу, будет трудно натянуть. Вот, и стягиваем. Вот видите, стягивается и прижимается к шее голова. Вот наша задача прижать голову к шее. Можно сделать один оборот, вот стянете. Если увидите, что слабенько, можете еще раз прошить стежочками и еще натянуть. А если не хотите так, то можете просто пришить к голове. Придайте голове форму, как хотите, чтобы она смотрела у вас прямо голова, либо в сторону, и пришивайте. Значит, вот смотрите, я использовала 2 мотка, вот у меня от второго мотка сколько осталось. Так что можете взять 2 мотка, но третий на всякий случай. Я там в описании написала 3 мотка, так, на всякий случай. Теперь сухой пастелью, значит, делаем румяна, рисуем. Вот, и все, и наш олень готов. Если есть обычные румяна, можете их использовать. Здесь не принципиально, именно сухой пастелью, что у вас под рукой, теми и сделайте румяна. Вот такой олень получился. И еще вы можете связать шапочку для оленя, такую вот маленькую, декоративную. Ну, что для этого нужно? Я не снимала, я думаю, вы справитесь. Шапочка, она несложная. Вы набираете, чтобы сделать такой размер, набираете 6 воздушных петель из такой же примерно пряжи толщины. Цепочку из 6 воздушных петель. И со второй петли от крючка провязали по цепочке. Сделали воздушную петлю подъема, развернули. И дальше будете постоянно вязать за заднюю стенку петли.
чтобы получился вот такой рисунок. Провяжите определенное количество рядов, сложите потом пополам. Посмотрите, хватит вам этого или нет, когда сложите пополам. Если хватает вот этой вот части, да, чтобы прикладываете голову, то вы сшиваете край и сшиваете вверх. Вот и все, и шапочка готова. Спасибо, что досмотрели до конца. Вяжите с удовольствием. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.